Сегодня я крутой мачо Виктор Альварес. Витя Альварес. Анапский плейбой, молодой тинтобрат. Вот, деньги на такси, это была прекрасная ночь. Который охотится за богатыми взрослыми телочками. Не знаю, можно назвать их телочками или нет. На самом деле я, конечно, не такой. И я об этом рассказываю в своем телеграм-канале «Бизнес Хайп» Женя Микулин. Ссылочка, кстати, в описании. Подходи, ты узнаешь. Подтягивайся в этот канал, и ты узнаешь, что, конечно же, я не такой, что у меня есть рабочие инструменты, которые сами по себе куют бабосики, которые капают в мешочки. Эти мешочки капитализируются в огромном количестве. Поэтому хочешь бабло зарабатывать или узнать, как это я делаю, ныряй туда в телегу и кайфанем по-взрослому. Ладно, жду мою ненаглядную, сочную шаверму. Вот она, моя красавица. Всем спокойно. Ой, здравствуй, Женя. Руки на стол. Здрасте. Как ты? Ой. Привет. Хорошо, что ты доехал. Хорошо выглядишь. Да, спасибо большое. Я сегодня готовился к нашей встрече. На мачо похож. На мачо? Да, мне нравится, что ты называешь меня мачо. Сейчас немножко почищу. Да, конечно. Не спеши. Ветер. У нас вся жизнь впереди. Да нет, ты хорошо выглядишь, что? Спасибо. Отлично. Тоже у тебя Спасибо ты за такая комплимент. нарядная, да. Старалась тебе понравиться хотела. Так не, а что ты женщина на опыте, знаешь, как привлечь мужчину, не то что эти малолетки, которые нифига не понимают, пытаются что-то из себя строить, ничего из себя не представляют, а ты все знаешь, как говорится, и этим ты прекрасна. Слушай, ну что, прежде чем мы куда-нибудь поедем, ты все еще раздумываешь, чем заняться и где поднять баблишко? Дружище мой, очень срочно требуется в таксопарк Такси Хайп курьеры, как пешие, так и в тариф доставка на своих автомобилях, особенно тех, которые не проходят по каким-то параметрам для работы в такси. Ты можешь зарабатывать не меньше на тарифе доставка, как я уже сказал. И если ты не обладаешь автомобилем, ты можешь работать на своих двух ножках. Это тоже вполне достойный заработок. Приходи к нам, мы тебя подключим, будешь бабки иметь, когда захочешь. С выводом проблем никаких нет. Мы тебя ждем, WhatsApp в описании и вот здесь вот на экранчике твоем. Мы тебя подключим очень быстро. Не успеешь и глазом моргнуть. Пока-пока. Может, пару слов перекинемся так, чтобы атмосферку разбавить. Ты знаешь, у тебя вообще классная анкета, если честно. Ты на самом деле, видно, что человек многого добился в жизни. Откуда у тебя весь этот скажем так, назовем это ресурсом, эти квартиры какие-то, эта вся история, откуда это, просто ты, каждый у тебя в съемке, да, и ты писала, что там эта квартира там на таком-то месте, это в таком-то месте, а это реально все твои хаты? Да, это все мое, мне муж оставил, у него еще акции, я за счет акций живу на проценты. А муж не претендует на это? Ой, извини. Муж у меня умер. Прости, за что спросил, да. Не оставил тебя без копейки, получается, да? Да. Почему не оставил акции? Квартиры? Я же говорю, не оставил тебя без копейки, да. Не оставил, а не оставил. Да. Да. Все мне оставил. И квартиры, и дачу, и машину, и проценты с акций. Ничего себе. То есть подготовил тебя к беспечной жизни. Слушай, на самом деле, я тебе могу сказать, это здорово. Потому что, ты знаешь, я в последнее время встречаю именно такую обратную связь от женщин, что у них ничего нет, и они все хотят, чтобы им что-то просто взяли и на блюдечке поднесли. Ни у кого нет ничего абсолютно, даже телефоны и те в кредите. И они хотят около себя видеть мужчину, хорошо выглядящего, да, образованного, тоже понимающего, ставящего цели, чтобы любил и так далее. Но сами ничего для этого дать не могут. У тебя ситуация вообще другая абсолютно. У тебя есть что предложить мужчине, который бы был, скажем так, рядом с тобой. У тебя же тоже есть что-то. Это мне же у меня есть, да, у меня есть один рабочий бизнес. Это ларечек у меня есть, шаверму продаю. Видишь, молодец. Да, я молодец, продаю шаверму, да. Видишь, у меня все есть, но я переписала все на дочку.
Ну ты не расстраивайся, у меня пенсия 30 тысяч, и у тебя шаверма. И мы как-нибудь опять развернем бизнес. Это как? Подожди, стоп, не, погоди. А ты переписала все на дочку? Ну, а мало ли со мной что не случится? Нет, подожди, хорошо, а как, погоди. Пенсия 30 тысяч, это, конечно, здорово, но а как мы на 30 тысяч пенсии будем содержать вот это тело? Ну, понимаешь, мне нужно одеваться, мне нужно, как-то ездить отдыхать куда-то. Массажики мне был неплохо, какой-то косметолог мне уже тоже не 20 лет. Мне нужно как-то, соответствовать тебе. Ты же у нас женщина, смотри какая, а я буду как бомж ходить. Так а ты что, рассчитывал на мои деньги? Шеф, все пропало, все пропало. И в том числе, а как, ты же хочешь, чтобы рядом с тобой был привлекательный молодой мужчина? Все-таки у нас есть разница в возрасте, и я молодость дочка, свою в каком-то виде продаю. Как же я не могу оставить ей все? Это твоя дочка, а сколько ей лет? 28. Слушай, а может мы как-нибудь, ты меня познакомишь с дочкой? Во-первых, ты не в ее вкусе. Откуда ты знаешь? А во-вторых, у нее муж. Он ее очень любит. Да. И у них все прекрасно. Подожди, она же меня не видела еще. Может быть... Так я говорю, что ты не... Я же ее хорошо знаю. Уверена? Ты не в ее вкусе. Не в ее вкусе. Слушай, это на самом деле все, конечно, здорово, но честно говоря, для меня вот это новая информация, что у тебя все на дочку переписано, и сейчас получается, что мы не сможем как-то полноценно жить, понимаешь? То есть я что, буду ждать, когда тебе пенсия придет? Шаверма-то шавермой, пока я раскручусь, пока туда, пока сюда. У меня еще проценты пока еще идут. Проценты у тебя идут большие? Да, не маленькие. Не маленькие. Слушай, это тоже меняет дело, конечно, но с другой стороны, скажи, если мы будем вместе, неужели мне из того, что, я же буду дарить тебе свою любовь, заботу, рядом с тобой будет такой мужчина, тебе все подружки будут завидовать. Могу ли я рассчитывать на какой-то, скажем, на какую-то часть, может быть, какого-то наследства, может быть, я... Сиденье стула. Я зашила свои бриллианты. Я чуть-чуть что-то, может быть, смогу получить, хотя бы какое-то, может быть, что-нибудь, потому что, дочка, понятно, но я же тоже буду принимать участие активное в твоей жизни и буду заботиться о тебе, любить тебя. Ты что, Альфонс, что ли? Ты что, только на меня все рассчитывал? Не, подожди, это слово Альфонс, оно заезженное, такое, уставшее уже. Как Альфонс? Это, я не знаю, женщина, которая знает, чего хочет, и ей нужен достаток. И мы же не можем назвать ее проституткой, правильно? Просто она знает, что хочет, и ей в нее нужно вкладывать. Так же и я. Я знаю, что хочу, и в меня нужно вкладывать. У меня пока возможности... у нас с тобой все хорошо будет. Может, тебе понравится. На пенсию... Товарищ Бендер, что с вами? Пенсию в 30 тысяч не уверен. Давай так, смотри, открылись новые обстоятельства, да, вот сейчас получается. Все переписано на дочку. Дочка у тебя красавица, бесспорно. Надо бы, конечно, нам с дочкой, мне кажется, втроем встретиться без мужа. И как-то, может быть... смотри, все равно же я в семье буду, если что. Вдруг я понравлюсь дочке. Я буду все равно в семье. И я буду рядом с тобой. Может быть, мы там сможем тоже с тобой, типа дочка, мама, знаешь, да, такой требует. Нет, это аморально. Ты не спеши отказываться. Мне нужно тоже подумать. Давай так. Ты подумай насчет дочки, а я подумаю насчет нас с тобой. Хорошо? Хорошо. Пенсия в 30 тысяч. Единственное, что, знаешь, у меня что это самое, со здоровьем сегодня какая-то проблема, с животом, то ли, не понимаю. Давай, может быть, перенесем, ладно, свидание? Да, мне тоже надо встреча узнать. Да? Деловая. Давай. Очень хорошо. Некогда. Созвонимся тогда. Хорошо. Давай. Да. Дочке привет обязательно. Ты подумай только, ладно? Ладно. А я пойду живот полечу. Да, хорошо. Давай. Счастливо. Выйдешь сама, да? Угу. Пока тебе, спасибо, моя прелесть. Бля, как же тут не случится расстройство желудка, когда я встречался и рассчитывал на, понимаешь, наследство, достаток, вложение. Мне нужно там подтянуть, тут убрать, здесь увеличить. Но, к сожалению, я этого не достиг. И вообще, если честно, я
наверное, еще достаточно молод, чтобы промышлять такими вещами. А женщины бальзаковского возраста, которые рассчитывают и смотрят меня, и рассчитывают на более-менее внятных мужчин, скажем так, каким себя и позиционирую. Подумайте! Неужели вы хотите, чтобы вам на халяву достался такой цветок? Такой гладиолус! Такой фикус по колено! Неужели хотите на халяву? Надо раскошелиться, дружочки мои. А если вам всего 30 или 40, и вы хотите, чтобы в 50-60 плюс рядом с вами был Федор Шаляпин, ну не Федор Шаляпин, как его звали, ну Шаляпин, все знаем про Шаляпин, вы должны начать копить бабки прямо сейчас, чтобы иметь, так скажем, возможность осуществлять желание вашего спутника. И не надо вот этих вот Альфонс, там не Альфонс. Что за слова? Просто красивый мужчина, который слишком красив, чтобы работать. Слишком красив, чтобы напрягаться. Он может лежать, как кошечка в лоточке. Не в лоточке, а в этой. Ну, короче, в какой-то мягкой хуйне. Закатывать глаза, почесывать себе брюшко. И изредка, если это потребуется, исполнять супружеский долг. Как-то так. Есть ли среди вас богатые, взрослые, желательно с толстой медкартой и большим количеством хронических заболеваний женщины? Пишите. Все ссылки в описании. Ну и здесь можете в комментариях набросать. Я с радостью вам отвечу. Мы встретимся. И все, что в моих силах, а сил остается не так много, я сделаю. Но не забудьте заслать в оркестр дольку, как говорится, на все хорошее, приятное и красивенькое. Там всякие цепочечки золотые, роликсики, мерседесики там и так далее. А то что, ну... Если ты, значит, тебе и не нужно. Вот так вот. Пишите. Бля, я больше на педика был похож, чем... Да, ну, ладно. Как смог. Пишите. Только в таксопарке Такси Хайп тебя ждут действительно моментальные выплаты и невероятная служба поддержки. Ну и, конечно же, огромный заработок. Подключайся к таксопарку Такси Хайп, и все изменится к лучшему.